Добрый день! Сегодня я расскажу об особенностях нового KNX Modbus шлюза от немецкой фирмы Weinzel. У нас уже есть одно видео о предыдущем изделии этой фирмы. Ссылка на него будет в комментариях к этому видео. А сегодня я остановлюсь в основном на тех изменениях, тех дополнениях, которые появились в новом изделии. Итак, сегодня мы рассмотрим KNX шлюз для работы с Modbus RTU от фирмы Weinzel. Вначале немножко напомню, что такое Modbus. Это открытый коммуникационный протокол, довольно старый, который очень широко используется в промышленности для организации связи между различными изделиями. В основном используется либо протокол RS-485, либо Modbus TCP, хотя существуют и другие. Сегодня мы будем рассматривать шлюз, который работает по протоколу RS-485. Значит, все изделия Modbus подключаются параллельно друг к другу на эти три провода. Для правильной работы Modbus есть несколько параметров, которые необходимо выставить. Это скорость работы, это бит четности, ну и еще несколько параметров для правильной работы с регистрами в данных устройствах. Modbus поддерживает 4 типа регистров. Это регистры 2 типа однобитных и 2 регистра 16-битных. Здесь они в таблице представлены. Для того, чтобы работать с этими регистрами, существуют определенные функции. Функции обозначаются числами от 1, 2, 3 до 16, либо в десятичной, либо в 16-бичной системе. Иногда бывает путаница, когда функция 10 это одно и то же, что и функция 16. Это запись в несколько регистров холдинг. Само устройство предназначено для подключения различных климатических установок к системе KNX. Как правило, это либо кондиционеры, либо разного рода климатические установки. Это основная масса изделий, которые используются в наших проектах KNX. Само устройство представляет собой такое небольшое изделие, всего лишь шириной в один автомат. Сверху расположен разъем для подключения KNX, кнопка программирования со светодиодом. Дальше есть 3 светодиода, которые отображают работу самого устройства. Дальше 2 кнопки, с помощью которых можно производить синхронизацию как со стороны KNX, так и со стороны Modbus, а также включить кнопку программирования, если она там закрыта, допустим, фальш-панелью вашего счета. Также снизу расположены разъемы для подключения Modbus. Здесь есть 2 группы разъемов, они соединены параллельно, используются именно для подключения Modbus. Устройство может работать как в режиме мастера, так и в режиме Slave. Чаще используется именно в режиме мастера. В этом режиме шлюз может работать с 25 подчиненными устройствами. И при этом работать с 250 каналами. То есть, можно сказать, с 250 регистрами. Стоимость шлюза на сегодня 447 евро, розница с НДС. Схема подключения очень простая. Как я уже говорил, Modbus подключается с помощью 3 проводов. Дополнительного питания не надо. Питание Modbus-овской части происходит со стороны KNX. Есть снизу разъемы, как я уже говорил, они параллельно подключены. То есть можно использовать для подключения терминального резистора. Сейчас мы попробуем поуправлять Modbus актуатором. Такая небольшая схема подключения этого актуатора. То есть блок питания, который используется только для питания непосредственно электроники актуатора. Есть наш шлюз, который подключается к KNX. Как видите, нету никакого дополнительного питания для стороны Modbus-овской. Такая небольшая схема, с помощью которой мы можем управлять нашим актуатором. Сама эта конструкция. В центре у нас Modbus-овский актуатор. С левой стороны расположен шлюз Modbus-овский KNX. И справа блок питания для актуатора. Так это выглядит вживую. Перейдем к настройкам нашего шлюза в ETS. После того, как мы добавили в проект, надо загрузить физический адрес. Процедура стандартная, с нажиманием кнопки программирования на самом изделии. После того, как физический адрес прописан в изделии, с ним можно работать дальше. Переходим в настройки в ETS.
Есть несколько закладок. Центральная закладка. Здесь есть несколько параметров, которые мы выставляем для влияющих на работу непосредственно самого шлюза. Нам больше интересен закладка с модбасом. Значит, здесь мы выбираем тип работы нашего шлюза Master или Slave, его адрес, скорость работы со шлюзом, некоторые параметры временные, правила работы с регистрами. Вот. И новая закладка, которая нас сейчас больше интересует, это среда тестирования. Это новая возможность, которая появилась вот в этом шлюзе. Значит, перейдя на эту страницу, мы можем непосредственно протестировать работу нашего шлюза с Modbus изделием, не прибегая к дополнительным программам, к дополнительным каким-то устройствам. То есть мы из руководства знаем, какие параметры Modbus используются для работы с нашим актуатором, соответственно, их и выставляем. Скорость, параметры биточетности, адрес устройства, и мы хотим записать в нулевой регистр, записать единицу. То есть используем функцию вот эту и записываем единицу в нулевой регистр. Сразу формируется команда, которая будет передаваться, и нажав на эту кнопку, мы передаем эту команду непосредственно в устройство Modbus. Ну, в нашем случае наш актуатор. Как мы можем убедиться, команда прошла успешно, и светодиод, соответствующий реле первый, включился. Также мы получим подтверждение и в ETS. На этой страничке мы видим, что устройство с адресом 1 с такой-то функцией в регистр нулевой была записана единица. И время, когда это произошло, то есть вся процедура прошла успешно. Что будет, если мы ошиблись и неправильно выставили адрес нашего устройства, например, второе, и попытаемся записать значение в регистр 0. То есть нажимаем ту же самую кнопку, происходит процедура передачи команды в Modbus устройство, и поскольку адрес не соответствует правильному, мы получаем вот такой вот ответ. То есть устройство Modbus не ответило. Соответственно, надо разбираться, читать документацию, смотреть, что мы сделали неправильно. То есть очень удобная процедура. И напоминаю, что мы все это делали, запрограммировав только физический адрес изделия. То есть полностью программировать его не надо. То есть с помощью этой процедуры мы можем определить регистры, их структуры и так далее. То есть провести тестирование. Ну и дальше идет обычная уже работа с шлюзом. Шлюз, как я уже говорил, может работать с 250 регистрами, то есть переменными, которые организованы в странице по 10 регистров на каждую страницу. То есть здесь мы выставляем, мы уже знаем нулевой регистр, то есть мы сейчас включим, выключим реле. Выбираем DPT однобитные, команда будет из KNX в Modbus, соответственно нулевой регистр. Вот и все. И не забудем после этого соединить этот объект с нашим групповым адресом. Группы у меня уже здесь подготовлены. Соединяем объект с группой. В данном случае 901 отвечает за первое реле. И после этого не забываем запрограммировать наше изделие, поскольку оно до этого еще не программировалось. То есть делаем загрузку. В изделие записываются наши параметры и наше групповое соединение. И после этого мы можем убедиться в работоспособности нашей схемы. То есть мы можем подать команду на включение реле и на выключение реле. Соответственно, у нас все работает. Настройка правильная. Также в новом шлюзе значительно расширилось количество поддерживаемых форматов данных, что значительно расширяет возможности его применения по сравнению с предыдущей версией.
Следующей особенностью нового шлюза является наличие конвектора переменных. Можно конвертировать до 100 переменных. Они организованы страницами по 10 переменных. Выбираем тип переменной, который мы хотим конвертировать. Ну, часто вот применяется использование двухбайтной значения температуры. Modbus передает значение температуры в виде целого числа, допустим 243, а нам надо получить нормальное число 24,3 градуса. Вводим поправочный коэффициент 0,1 и, соответственно, на выходе уже получаем необходимое нам значение, применяемое в системе KNX. Поскольку конвектор работает с отдельными объектами и связь происходит через них, то и вполне можно конвектор использовать и для других целей, не обязательно применительно к Modbus шлюзу в вашей инсталляции. С помощью отдельно устанавливаемого DCA приложения есть возможность сохранить все ваши настройки, регистры и так далее в виде отдельного JSON файла. То есть вы считываете сначала с изделия всю вашу конфигурацию, все ваши настройки, потом сохраняете это в виде файла и далее можете использовать этот файл для других подобных установок. То есть не надо заново вводить все эти параметры, все эти регистры настраивать и так далее. Очень удобно. Можно поделиться с кем-то. Кстати, на сайте производителя на страничке этого шлюза есть целый набор готовых решений для разных изделий. И электрические счетчики, и метеостанции и так далее. То есть не надо думать, можно просто взять файл с настройками и использовать его в своем проекте. Ну, если кратко, то это, наверное, все, что я хотел рассказать о новом KNX Modbus шлюзе от фирмы Vanzil. Если будут вопросы, пожалуйста, в комментариях. Мы с удовольствием попытаемся на них ответить. Всего хорошего.